Так, сегодня у нас, так сказать, не стареющая классика. Arc Models, БА-20, советский бронеавтомобиль. Серия ВВ-2, масштаб 35, артикул 350-04. Ну, короче, что можно сказать? Арковская стандартная коробка, боковики, катюши, полуторки Т-34 арковские. Которые точно, в принципе, опять же, как же и не арковские, скорее всего. Сзади арк все-таки нас уважает и указывает длину модели 16 мм и количество деталей 84, совсем ничего. Больше никакой интересной информации не дает. Так что можно сказать по наборчику? Ну, тут как бы все понятно, как бы все в традициях. То есть наборчик алановский, 92 год, пережил много перепаков, причем, согласно данным интернета, даже Драгон его перепаковывал в 93 году. Ну, еще там несколько пацанов, короче, из которых все нам знакомые, там МСД Макет, тот же Арк 2009 года, вот этот вроде бы конкретно эта итерация. То есть ей уже 10 лет, вот конкретно этому перепаку уже 10 лет. Да. Так что, на самом деле, взглянешь на это все и прям реально заинтересовываешься. Что же это за такая контора-то? Алан или Алан, которая, в 92-м, мать его, году выпускала и там на нулевых выпускала такое количество наборов, моделей. То есть, не знаю. Я что-то все равно немножко до сих пор сомневаюсь, что это все реально какие-то оригинальные там пресс-формы, да, я вот думаю, просто как-то информации мало, но если это так, то что-то нечто дикое, да, 92-й год Россия выпускать такие вещи, как пресс-модели с пресс-формами. Ну, как бы Звезда тоже делала, да, там, начинала там с какого-то там БТ-5 там и так далее, ну, блин. Я просто, будучи в достаточно юном возрасте, я в России вообще никаких модельных фирм российских, кроме Звезды, не слышал, не видел никогда. Да я сейчас, признаться, честно, не тоже бы их много знаю, да. Какой-то Алан делал какую-то кучу такой всякой техники, которые до сих пор, 30 лет с нее кормятся, до сих пор еще и перепаковывают, не знаю. Короче, побуждает прям, знаете, какой-то экскурс исследования сделать, что за таинственный такой российский, ну, по крайней мере, по данным интернета, которые лежат на поверхности, российский, производитель моделей, который пилил столько, ну, годноты по меркам начала 90-х, да, скажем так. Но это все для другого, конечно, разговора. А сейчас давайте заглянем в коробочку. Так, загрузка у нас тут арковская такая, все интересно, стандартно. Сверху лежит инструкция бумажная, потом пакет один с литниками, все в одном, декаль. Ну, еще есть прозрачный мини-литничок. Так что начнем по традиции, как обычно, с бумаги. Так, бумага по традиции арковская. Ну, как хотя бы можно в плюс сказать, по крайней мере, дизайн свой. Дизайн свой. Значит, 2 листа А4, ничем не скрепленные. Судя по всему, вот эта часть, наверное, арком сдизайнена. Все остальное, скорее всего, ксерокопия ахлановских исходных инструкций. Данная историческая справка на 3 языках, в принципе, таким убористым шрифтом. Ну, типа, как бы она есть. Это хорошо. Дальше сразу начинается сборка, которая идет в очень маленькое количество шагов, что неудивительно. Можно понять, что значит рама одной деталью, прикольно. Всякие там рисуры, там эти колесные, эти самые оси крепятся, там радиатор, решетка. Что у нас тут мелким шрифтом предлагают что-то там вырезать. Ну ладно, дальше сходу у нас идет нижняя часть кузова. Кстати, что видно, что вот тут уже присоединяются колеса прямо сразу, но при этом шага, где бы рама сама крепилась к нижней части кузова, нету, да, то есть как-то это подразумевается, видимо, мы сами разберемся, но в принципе, наверное, не очень сложно. Видно, что есть, скажем так, намеки на интерьер в виде сидушек экипажа и рычага КПП. При этом
хотя бы рулевого колеса какого-то я вот не вижу у данного агрегата в салоне, поэтому он такой очень... Интерьер очень условный, скажем так. Фары, бампер всячески. Третий шаг, потом, значит, переходим на следующий лист к четвертому. Тут собирается, собственно, бронекорпус. Он из нескольких деталей, конечно, не в одну. Запаска, собственно... нет, вот я ошибся. Рулевое колесо здесь все-таки появляется. Что у нас предлагают отрезать. Что там с рулевого колеса, не знаю, что там или что это такое. Да, рулевое колесо все-таки будет. Вот у нас, собственно, люки передние водителя. Ну, как я понял, точно не изучал вопрос, и было ли в оригинале стекло под этими створками, или там именно были что створки только. Но в любом случае в наборе никакого имитации стекол тут нет. Только створки, которые, вот, судя по всему, можно открыть или закрывать. Ну, собственно, никакого двигателя, ничего. Соответственно, как-то, наверное, открывать там что-то капоты и возвращаться с этим тоже смысла не имеет. Башенка, собственно, у нас идет, собирается отдельно, тут пулемет и так далее. То есть, и финальный шаг сразу же, где у нас, видно, поручневая антенна ставится сверху, надевается башня, которая типа должна вроде как подвижной быть, ставятся двери, наверное, теоретически их можно сделать открытыми, но стоит ли при таком куцом интерьере их делать открытыми, в принципе, не очень понятно, но, наверное, как бы теоретическая возможность есть. Створки движка и немного шанса и мелочевки. На этом инструкция у нас заканчивается, можно заглянуть, собственно, в коробочку. Так, вот у нас литники, вот у нас все остальное. Так, посмотрим, что по рамкам у нас. Рамок всего 3. Можно начать, наверное, с самой крупной. Так, значит, нижняя часть корпуса. Видно, что облойчик есть. Не критично, но видно, что он есть. Ну, остальное вроде какой-то рельеф, все на месте. Такой рама. Нижняя, собственно, с такой имитацией нижней части двигателя, коробки передач, там что-то такое, ну, трансмиссии. В одну деталь вроде бы ровная, вроде бы не поведенная, по крайней мере, чисто на первый взгляд. Все так более-менее отлито, но по непроливам, по всяческим огрехам, вот сразу видно, что на банке глушителя чудовищный такой непролив. Ну, тут, скорее всего, придется зашпаклевать, но с другой стороны, это низ модельки, там не то, чтобы прям, наверное, сильно будет видно. Непроливы на рессорах видны, еще на кое-каких деталях тут что-то такое подозрительное присутствует. Да, в основном на рессорах, ну, тоже, в принципе, нижняя часть, посмотрим, как дальше будет. Так, следующие крупные детали. У нас детали, собственно, кузова. Есть даже кое-какая, хотя нет, показалось, думал, имитация каких-то литьевых швов, но это скорее просто, наверное, что-то заплывшее. Ну, кстати, не выглядит прям очень заплывшими мелкие детали. В принципе, облойчик есть, но вот не видно, что прям как-то все размазалось, петли какие-то видны, там, не знаю. Детализация слабая, но, в принципе, то, что есть, оно более-менее рельефное. Опять же, башенка, ну, не знаю, там была там клепка, не была, не особо что-то с клепкой, тут как-то на конкретно вот этих деталях все довольно гладко, в том смысле, что ее нет, всяческие лючки и так далее. Ну, тут прям каких-то вот непроливов больших я не вижу, вроде плюс-минус все окей, ну, за данный ценник, конечно. И последняя, собственно, последний у нас литник, где идет у нас пулемет вооружения, лопата, всяческий там радиатор, колеса даны в одну деталь, собственно, какой-то даже более-менее ажурный колесный диск там более-менее просматривается. Это в одну деталь хорошо, то есть как минимум шва, наверное, никакого не будет особого. Рисунок протектора, ну, походу его нет никакого, если кому это важно, только шов как раз, да, шов есть, я немножко оговорился. Рулевое колесо, тут что-то на диске, там какие-то нашлепки, этот, по-моему, отсек с запаской. В принципе,
детали не выглядят супер детализированными, но вроде бы и плюс-минус как-то отлиты без каких-то огромных огрехов, по крайней мере. Ничего такого прям в глаза сильно не бросается. Вот такие вот дела. Так, ну и что в коробке осталось? Осталось там немного. Это у нас два предмета. А именно, все-таки Ark нам дает прозрачные детали. Фары у нас прозрачные, как ни странно, хотя очень во многом количестве дешевых таких автомобилей на автомобильную всякую броневичковую тематику там даже и звезда тоже, кстати, в своих полуторках просто даже на фарах экономит, дает просто обычный пластик. И, собственно, декаль, наверное, довольно слабо видна, но полностью белая. Кстати, да, сейчас я вспомнил, что забыл последний лист инструкции посмотреть, как раз случай к нему вернулся. Вот сюда я не дошел. Последний лист инструкции Арка — это схема познавательных знаков, да, которые вот у нас дают две проекции машины, но между тем абсолютно не дает никакого понимания, куда эти самые опознавательные знаки на машине наносить, потому что никаких обозначений инструкции нет. Есть только, по сути, привязка различных вариантов декали к различным подразделениям. Ну, собственно, как декаль нам дает номера, возможностью с двух цифр сделать номер. И, собственно, вот разные подразделения дает привязку, расписывает. Белые звездочки, то есть декаль бегемотовская, кстати, подарок сделана специально под этот набор. Так что, видимо, инструкцию о том конкретно, куда эту символику наносить, ее придется разыскивать самостоятельно. Ну, по крайней мере, в отличие от МСД, в этих наборах декаль есть. Ну что, собственно, это все, наверное, что можно сказать по данному набору. Очень маленькому, немного ты не скажешь. Ну, по крайней мере, за такие деньги, комплектации, внешний вид его, ну, по крайней мере, плюс-минус пристоен. Поэтому, ну, наверное, свои там сколько-то 400 рублей он, в принципе, оправдывает. Ну все, на этом пока.